Я маленькая, худенькая, беззащитная девушка. Я не могу с ними, с двумя здоровыми мужиками воевать. Меня затравили собственные родные братья. Выживают из квартиры. Которая должна быть приватизирована. Оба ваших брата были в тюрьме. Да, они стали ночевать у нас. Давай приватизируем, продаем, денег пополам. По закону. Вам эта квартира тоже вот так вот позарез нужна. Да, потому что мне негде жить. Мы такие плохие, мы тираны. А сейчас вы заявились и прикрываетесь заботой о нас. А бабушки? Бабушка же хочет, чтобы им достались эти квадратные метры. Они дурят ее. Как ты надо мной издевалась? Ты детей против меня настроила. Оскорбляют меня. Жаба старая, чтоб ты скорее сдохла. Вонь подритузная. Чё в день рождения пожелала? Подохнем! У тебя что с Чё головой? ты? У тебя деменция, что ли? Алена чуть не задавилась, они ее до того в угол загнали. В какой угол они ее загнали и что чуть не сделала Алена? Добрый день! Клавдия Кузнецова вырастила 3 детей. Ну что же может быть лучше? А они знаете, что делают? За квадратные метры ее дерутся, грызутся между собой. Она за этим наблюдает. Мне вот что интересно. Когда квартирный вопрос решится, нужна ли будет им мать, этим 3 детям? Вспомнят ли они о ней? А я, знаете, что вспомнил? 2 сыночка и лапочка, дочка. Сегодня в нашей студии Алена Грошева из Перми. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Ну, сразу плакать. Что случилось? Меня затравили собственные родные братья. Они меня с детьми выживают из квартиры. Создают невыносимые условия. У меня уже нет сил. Ну, давайте с самого начала. Во-первых, что это за квартира, где вы живете? Это муниципальная квартира. Мы туда, я со своими детьми, с мамой заехали в 2013 году. Так, а сколько комнат в квартире? 3. После аварийного дома по расселению. То есть я и в аварийном доме жила с мамой только. Братья, когда освободились, они разъехались по своим семьям. Освободились, это что значит? Смес лишения свободы. То есть оба ваших брата были в тюрьме? Да, в свое время. Ага. То А вы жили с мамой? Я всегда жила с мамой. Она растила моих детей. А кто прописан в этой квартире? Прописана мама, 2 брата, я, мои 3 детей. И сейчас во время судебного заседания старший успел прописать еще младшую свою дочь. Они не помогали ни коммунальными услугами. Все ремонты несла я с мамой. Даже в момент, когда нам с ней нечего было кушать, их тоже не было. Слушайте, ну давайте так, ведь квартплата рассчитывается из количества прописанных людей, правильно же? Да. То есть получается, что все эти годы вы платили с мамой за братьев. Да. Они ни копейки не давали. Насколько мне известно, нет. Потому что я платила, я 2 комнаты занимала. За 2 комнаты отдавала маме, за 3 мама сама платила. Я пытаюсь понять, сейчас что происходит. Жили вы с мамой, себя не то Когда жили. они объявились-то, эти С братья? вашими детьми. Братьев не видели в глаза. Они то там, то здесь, то у них семейный подряд, видимо, в места неотдаленные ходить в парочкой. Вот они появились когда и что хотят? Они появились в апреле Какого года? 24-го. Я стала понимать, что квартира большая, мне ее тянуть тяжело. Весь ремонт, как считалось, для всех это я делаю для администрации. Потому что она муниципальная, она же не собственная. И вы решили ее Я приватизировать? решила, да, ее приватизировать. Я думаю, может быть, все-таки мама с возрастом хочет пожить одна. Но она всю жизнь живет со мной, с детьми. У нас собаки. То есть вы хотели приватизировать квартиру и разменять ее, да, чтобы съехать отдельно от мамы? Купить маме жилье, да, чтобы она отдохнула от всего. Я нашла через соцсети у среднего брата жену, написала, узнала телефон, приехала. То есть до такой степени у вас даже телефонов не было своих братьев? У Артема не было. Андрея, старшего брата, номер телефона знала. Договорились с Артемом о встрече. Я приехала, рассказала ему ситуацию, что квартира большая, тяжело. То, что еще дочери надо на лечение, денег уходит много.
Им не понравилось, что мои там дети тоже будут участвовать в приватизации. То есть они не хотели, чтобы дети участвовали в приватизации. Так. И что вы сказали братьям? Я говорю, я не прошу ведь больше, ни меньше. Это всего лишь, это же закон единый для всех. Слушайте, давайте так, смотрите, вы красиво плачете, но я просто хочу восстановить немножко историю. Вот братья возникли из ниоткуда, стали претендовать на место в квартире, которая должна быть приватизирована. Но в суд-то не они пошли. В Нет, суд-то пошли вы, я. чтобы их выписать по суду оттуда. А как вам это в голову пришло? Дети подросли, я всегда рассуждаю все с ними. То есть мы сели, вот это все стали обсуждать. Я говорю, их предложение, чтобы вас куда-то выписать. А детям-то сколько вашим? Самому младшему 9, дочка 14 лет и старшему 19. Когда я узнала, что вдруг стали братья активно звонить, у нас картонные стены, это же все слышно, активно стали звонить к маме, что-то с ней Подождите, я вот опять, обсуждать. я пытаюсь через вашу интонацию жалостливую проникнуть все-таки к сути. То есть вы в какой-то момент с детьми посовещались и решили братьев из квартиры выписать по суду. Вы братьям сказали об этом или нет? Нет, получается, на моем с ними переговоре дочь записывала видеосъемку, где братья сказали и смеялись, мы пропишем такое же количество людей, сколько у тебя и детей, тогда ты без всего останешься. Но они не пошли, чтобы вас выписать и ваших Да. детей, а вы пошли. Я пошла, Выиграли суд, проиграли? проиграла. Так, и вы подали апелляцию. Я подала, апелляцию. И тоже проиграли? И тоже проиграла. Ну, вообще странно. Если верить тому, что вы говорите. Братья в я течение говорю, лета- Если верить. А кто ответственный квартиросъемщик? Мама? Мама. А как она себя на суде вела? Каким-то образом она приняла полностью позицию и, хотя Вот, тогда у я нее, все понимаю. у нее была всегда на них Тогда я обида. все понимаю. Смотрите, если бы у вас с мамой было консолидированное мнение об этом, и вы бы вместе пошли в суд и доказали в суде, что они не проживали там фактически, и денег они не платили за проживание, они бы утратили жилую площадь, все понятно. Поэтому суд так странно и решил, потому что мама была на их стороне. Мама, которая ответственная квартиросъемщик, говорит, нет, я своих детей Так она в суде выступала выписывать на не их буду. стороне? Да, она поддержала их, потому что она говорит, я не хочу остаться бомжом. Слушайте, ну тогда все понятно, почему суд принял такое решение, потому что ваша мама сказала, что она не хочет, чтобы их выписали. После этого суда как события развивались? Получается, первое заседание было 3 июня. После 3 июня они стали создавать видимость проживания в этой квартире, заносить какие-то непонятные вещи в нее. Стали приезжать к маме активно, то есть 2-3 раза в неделю они стали ночевать у нас, в нашем доме. Стали ей дарить подарки. Слушайте, ну давайте так вот, исходя из того решения, которое принял суд, это не ваш дом только. Я знаю. Это и их дом тоже. И одного брата, и другого. У меня 2 вопроса к вам. Во-первых, где ваш муж? У меня два старших ребенка от первого брака. Мы с ним, когда уехали на этот район, мы с ним развелись. Угу. Второго мужа нет, я вдова. Угу. Понятно. От него И младший еще сын один есть. вопрос. А где ваш материнский капитал? Нет, он есть, он у меня дочери на обучение. Он То есть лежит. он лежит, вы его не Да, трогали? нет. Хорошо, Это теперь давайте только на так, смотрите. обучение. Вот вы от нас-то чего хотите? Чтобы мы уболтали братьев, дать вам разрешение на приватизацию, и пусть они идут лесом, правильно? Я Потому братьям, что- простите вас, я братьям предлагала вариант. От младшего, от папы осталась квартира однокомнатная в наследство. Он не по своей воле стал собственником. Я им предложила вариант. Квартиру возьмите однокомнатную. А что братья? Я не знаю, нет. Видеозапись есть, где я у вас, предлагала вы вот знаете, эту вот у вас запись. удивительная семья, потому что у каждого из членов семьи на все есть видеозаписи. Но раз у нас есть возможность посмотреть, как вы живете с детьми в этой квартире, откуда братья вас хотят кусок, по крайней мере, оттяпать, давайте посмотрим. Кухня превратилась в помойку. Раковиной я не пользуюсь. Мне запретили пользоваться. В моей семье только стол, получается, и вот этот стол, плита. Этим гарнитуром мне пользоваться нельзя. Что-то мне достать. Как-то вот карабкаться. Вот. Я отодвигаю этот стол.
А воду я набирать хожу в ванну. Мы набираем, и хоть куда-то я на угол могу воткнуть кастрюльку. Здесь я мою посуду, ставлю ее в ящик. Комната моих мальчишек. Старший сын встречается с девушкой, и они ночуют то у нее, то у нас. Мой младший сын, Станислав, он у нас, как видно, любитель хасок. Со всеми я сплю. Вот у нас гантельки. Стас каждое утро занимается с ними. И он все говорит, я, говорит, когда вырасту, бабушкиным сыночком и забью. Это наша с дочкой комната. Моя принцесса. У ребенка сахарный диабет, 8-й год болезни. Потом у нее стала портиться спина. Она вынуждена ходить в жестком корсете. Она у меня любит играть на гитаре. Но когда она начинала это делать на кухне, на нее бабушкины дети кричали, выгоняли. Я себе накопила на 3-ю электроакустическую. У меня плохие уже мысли в голове, что я просто физически и морально не выдержу этого всего. Я маленькая, худенькая, беззащитная девушка. Я не могу с ними, с двумя здоровыми мужиками воевать. Все, давай успокаивайся. Все хорошо будет. Все будет хорошо. Помогите. Да, все. То есть у вас с мамой отношения испортились? Очень. А у ваших детей с вашей мамой, с их бабушкой какие отношения? Мы, вплоть до того, что дети тоже от нее, мы стараемся даже не пересекаться, чтобы не разговаривать. Мама говорит, что они ее обзывают и пинают. А это правда? Нет, у нас положительные характеристики из со школы, из Слушайте, ну, может быть, дети таким образом за вас заступаются. Там из-под тяжка пнули, оскорбили, пока вы не видите. Нет, я бы знала. Я единственный раз слышала, когда дочь ее послала. Но она ее послала после того, когда в день рождения бабуля, моя мама, меня ругала. Потому что я тоже в свой день рождения я ревела. И она вот единственный раз, когда я слышала, она ее послала. Очень хотел бы услышать, что братья-то думают. Давайте Андрея позовем сюда и спросим, да, какие претензии, как они хотят решать этот семейный конфликт. Здравствуй, сестреночка родная, любимая, бывшая. Что ж ты врешь-то все? Все вокруг плохие, только ты одна хорошая, да? у нас? Нет, я не говорила такое, что все кругом плохие. Мы плохие, да? Андрей, Я не ну вы говорила сядьте и расскажите такое. нам, кто плохой, кто хороший. Чего вы сразу на сестру-то наезжаете? Еще и Да на как бывшую. напозорить нас на весь мир. Ладно, сама напозорилась, поехала. Так что нас позоришь же всех? Нас, маму. А чем она вас позорит? Так вот этим, что пригласили нас сюда. Мы такие плохие, мы тираны. А вы хорошие? Я считаю, что хорошие мы, да. Ну, расскажите Мы нам никогда не историю с выселяли, не квартиры. выгоняли, не притесняли ее. Изначально квартира, которая у нас была в соцнайме, аварийная, мы там проживали. У нас была в наследстве квартира еще от бабушки, полквартиры. Я переехал туда. Брат начал жить с девушкой. Освободили ей комнату. Ну, на, поживи. Как по договоренности, по устным договоренности у нас. Живи. Пока нам не нужна, но когда нам понадобится эта комната, пожалуйста, освободи. Хорошо. Потом в Окосовке барак снесли. Получили мы квартиру на Александра Щербакова. Мы туда въезжали, в эту квартиру. Она вот тут же говорит, что мы не въезжали туда. Мы не отказывались. После того, как вам дали жилье, вот это новое, вы, естественно, прописались там, но не жили, правильно? Почему мы въезжали-то, вещи возили туда, мы все помогали для переезда. Я Потому понимаю, что у него но супруга вы не было. фактически там не жили. Периодически жили мы. Периодически Ну, иногда жили. А бывали. кто платил за вашу Также долю? мы платили все. Мы деньги отдавали маме за соцнайм. Все мама платила. Понятно. Ну, то есть вы деньгами помогали Да. маме? Когда вы узнали, что сестра вдруг решила, что вам там не место в этой квартире и даже в суд пошла? Об этом мы узнали совсем случайно. Ну, расскажите. Ездили мы в эту квартиру, также ночевали, там ночевали мам. И буквально, как вот, если, допустим, сказать, суд у нас завтра в 10 утра, в 9 вечера мы находим заказные письма, на кухне на столе лежат. Да вы И там не случайно мы увидели- ночевали, ну что ты врешь? Случайно мы увидели эти письма на кухне. Хорошо, смотрите. Конечно, для вас это было шоком, что она вас по суду выселяет, но мама приняла вашу сторону с братом, И вас не выселили. и вас не выселили. Какие сейчас у вас планы-то на маму и на квартиру? Мама не приняла нашу сторону. Мама приняла сторону и нашу, и Ионну. Она сказала, почему? Ты ребенок, это мои дети. Почему должна я
перейти на твою сторону, а вот этих детей сделать бомжами. То есть мама в Швейцарии, она держит нейтралитет. Она ясно. посередке была. Да, я говорю, нейтралитет держит. Но Да. тем не менее вас не выписали, хотя, в принципе, все основания были. Потому что вы же за эту квартиру не платили. Почему мы платили эту квартиру? А кому Мама вы на судах деньги подтвердила давали? все, да, платили, переводили, отдавали деньги Кому? маме. Если мама в суде сказала, что так и было, то кто будет спорить? Потому что не суд точно. То есть вы маме все 11 лет деньги переводили? Да. Ну, как мы совместно по 2000 мы отдавали. Вот раз вы приехали уже, как вы говорите, позориться, и брат ваш приехал. Вам эта квартира тоже вот так вот позарез нужна, правильно я понимаю? Да. Почему? Потому что мне негде жить. Мы хотим приватизировать и на всех равные доли поделить. Хотим с братом в одной, допустим, мама с внучкой во второй, с Машей с его, а Алена там со своей семьей в большой комнате. Понятно. То есть ваша мама будет жить с вашей дочкой, да, с вашей, а ваша сестра с 3 детьми будет в 3-й комнате жить, а вы вдвоем. Смотрите, почему я сомневаюсь в том, что у вас получится пойти по схеме, которую ваш брат описал. Потому что мы с вашей помощью немножко подглядели, как строятся сейчас ваши отношения в этой злополучной квартире. Давайте посмотрим. Ты нам жилье, ты будешь освобождать? Нет. Опять все толпой на меня. Видишь, я тебе она больная, таблетки взять с головы. Подожди, я тут живу. Я тут живу. Так потому что мне не нравится то, что вы заходите ко мне в комнату. Тебе? Мы не к тебе, мы к Вы что это ходишь? Что там ходишь-то? Алена, так сколько можно разбираться? Давай. Давай приватизируем, продаем деньги. Будем приватизировать по закону моим малолетним детям участвовать в приватизации. И Хорошо, дождемся родов еще одного ребенка. Грошеву пропиши временно. Так если он не хочет, чтобы нас там прописывали. Временно. переживает за вас, каждый полчаса годов Ну, конечно. Я всегда ухаживала за квартирой, всегда жила столько лет с мамой. Ты все детей против меня настроила. Да, Я все научила. да, она все не строила. А что делать? Такая, такая. Ты бы хоть помолчала, Кира. Так ты Ты не умеешь понимать, ты не вменяемая. О чем сидит? Рыдает на бедная. Выйдите, пожалуйста. Где-то надо. Мы такие же собственники, иди в туалете приедете в ванне. Как вы там будете жить? Не знаю. А что там за история про еще одного ребенка? А я им сказала, что у старшего девушка беременная. До кучи. Подождите, у какого старшего? У старшего сына моего, Арсентия. Так она беременна или нет? Да нет. Господи, Нет, я ну уж даже не если бы она была беременна, вы бы что, стали туда А прописывать? я им сказала, да, ребенок тут тоже будет прописан. Господи, боже мой. Поскольку у вас в этой квартире очень много людей имеют право пользования, которое следует прописке, все имеют равные права на пользование общими благами этой квартиры. Закончите отправлять Алену мыть посуду и наливать воду в ванну. У нее такое же право на мойку в кухне. То же самое относится и к стороне Алены. Да? Вы все имеете равные права, надо на этот период просто договориться, иначе все это рано или поздно приведет к последствиям, и будут новые уголовные дела и добавятся к прежним судимостям. Я хочу сейчас у братьев узнать. Вот мы слышали, что сестра ваша еще является владелицей однокомнатной квартиры и предложила вам такой родственный обмен. Вы эту квартиру забираете однокомнатную? Это предложение не было с нее, это мы просили у нее. Вот ты перепиши на нас, даже на меня, на брата и на маму эту квартиру. То есть вы согласны? Мы согласны. На что она ответила, слишком жирно будет вам это. Подождите, Не- так может вы неправильно. перепишете? Я не могла такое сказать. Подождите, но вы согласны? Андрей, вы согласны? Да, согласны. С полностью Артём, а переписывают нас вы? троих. Подождите, а вы Да, согласен. Так а почему вы не хотите? Нет, я наоборот предлагала. Да Она давайте, а в сказала, чем слишком проблема? жирно для вас это будет. Мы просили это. Подождите, она согласна. Если бы была приватизация, то с согласия органов опеки можно бы было что-то думать об обмене. Но ребенку надо было, которому принадлежит эта квартира, передать равноценное А это ребенку его принадлежит? квартире. Или вам? Две трети квартиры, 1/3 за ней. Да, Ну еще долевая можно. Как-то можно, надо считать. В любом случае, без Метры надо приватизации не считать пойдет. квадратные. К большому сожалению, специалисты, которые представляют интересы наших героев в суде, приехать не смогли на программу, но кое-какую информацию мы от них получили. Давайте посмотрим. Ко мне в марте 2024 года обратилась Алена Юрьевна по вопросу снятия с регистрационного учета ее 2 братьев, которые были зарегистрированы в муниципальной квартире, в которой она проживает со своими детьми и с матерью, но длительное время не проживали в этой квартире и фактически в нее не вселялись. С момента переезда с 2013 года они своим правом
пользоваться этой квартирой, не воспользовались, не вселились в эту квартиру. Вторая сторона, ответчики, первоначально подтверждали позицию моей доверительницы о том, что они не проживали в этой квартире. Однако в мае месяце после первого судебного заседания они предприняли попытки вселения. И мама посчитала, что права ее братьев нарушены, и решила поддержать их позицию по делу, заняла их сторону. Суд счел, что между сторонами сложились конфликтные отношения. Именно в этой связи братья вынужденно не проживали в жилье. Ждем апелляционного определения, и моя доверительница намерена подавать далее жалобу в кассационный суд. Суд разобрался в ситуации, что действительно никто ни от каких прав не отказывался. Не было никаких оснований лишать дома братьев. А намерение у нее было именно отселиться своей семьей, чтобы заполучить отдельную квартиру. Было предложено приватизировать квартиру, исходя из всех пользователей. И таким образом на ее семью приходилась половина квартиры. Это приемлемый вариант и сейчас, который, в принципе, необходимо, на мой взгляд, достичь этой семье. Я вот что не понимаю, Ален, правда не понимаю. Смотрите, давайте предположим, да, что вы сейчас с братьями договорились, мама не против, вы приватизировали эту квартиру, разделили ее по долям, вам достается большая доля, как мы слышали, так у вас еще квартира есть от мужа покойного. Вы сложили себе вот это одно к другому, добавили материнский капитал, и живите вы в отдельном жилье со своими детьми. Что не так-то? Да здесь не так дело, здесь в другом. Здесь очень большая обида на маму. Ну как это так? Я все годы рядом. Я с ней тарелку супа делила. Она вот этих вдруг взяла и пустила. Да еще им помогает. Вам вот эта обида, потому что вы взрослые женщины, и за счет этой обиды превратились в маленькую девочку и топаете ногами, забывая про здравый смысл. Так вы, смотрите, Ален, вы не просто ногами топаете. У вас же дети, которые все это видят. И вот старший сын ваш, он уже из-за вас, заметьте, к бабушке относится по-другому. Не так, как раньше относился. А вот почему, давайте у Арсентия и спросим. Он же все это видит, все же у него на глазах. Здрасте. Раз вы такие хорошие, где вы были все это время, когда бабушке нужна была ваша помощь и поддержка? А сейчас вы заявились и прикрываетесь заботой о нас. О вас? О бабушке? Не о вас. Арсентий, то есть вы с дядями со своими никогда не общались? Нет, И они никогда бабушку вашу не навещали? нет. Но они приезжали, вот я последний раз, когда я их видел, это года 3, наверное, назад. Ну вот до судов. Вот так они и ездили. Раз в 3 года. Угу. Ну, говорят, деньги бабушке за квартиру переводили исправно. Нет, как я знаю, то, что мама платила за 2 комнаты, бабушка за свою одну. Но вот они говорят, что они бабушке переводили. Я им не верю. Не верите? И как вы считаете, почему они объявились? Потому что хотят получить легкие деньги. Они имеют право на эти деньги легкие, как вы думаете? Я считаю, что они утратили право. А вот суд решил по-другому. Что будем делать? Подавать на кассацию. А бабушка тоже решила по-другому. Бабушка же хочет, чтобы им достались эти квадратные метры. Они дурят ее. У вас сколько детей? 3. Вы их по-разному любите? Да. Старшего я люблю, потому что он старший, он первый. Он уже повзрослел. Дочь, ну это моя дочь, это моя принцесса, я как бы всегда об ней мечтала. А маленького я люблю по-другому, потому что он самый маленький, к нему другая любовь. Но если вас заставили выбирать одного из этих 3 или 2... Нет, они все мои. Ну так вот, Так почему же вы маму-то свою не понимаете? дядьки, какими бы они ни были, они по закону, и суд это подтвердил, имеют право на эти метры. Зачем конфликты нужны? Потому что братья хотят выписать нас. То как они могут выписать детей, несовершеннолетних? Вы смеетесь, что ли? Этого не может быть никогда. Просто никогда. Вы придумали каждый себе какие-то дикие страхи. Их еще и нет, этих страхов, но они уже придуманы, и вы с ними живете. Вы, ладно, взрослые. Вот мне интересно, как ваши брат и сестра на это реагируют. Давайте посмотрим. Мои дяди начали делать вид, то, что они тут проживают, но при этом приезжали только раз в неделю максимум. Они поставили кровати у телевизора.
на кухне у которого. И они задвинули к шкафам его. Нам вот не могли пройти нормально. Могли зайти на кухню с голыми животами. Они могли подойти, меня начать выгонять оттуда со словами «отойди, дай поесть там». Как только они приезжают, они часто на маму орут, чтобы освобождали комнату. Могли как-то негативно отозваться о маме, там обозвать что-то, сказать ей неприятное очень. То же самое и мне, и младшему брату. Зашли в комнату, я их пыталась дверь закрыть, чтобы не пускать. Один из них меня толкнул, начали опять отношения выяснять. Потом подключилась бабушка, стала орать уже. Я хочу больше всего, чтобы сыновья и бабуля здесь не жили. Хочу переехать от бабушки и жить спокойно. То, как дети участвуют в вашей истории, оно меня очень сильно смущает. Дочь ваша в корсете поддерживает вас физически, метафорически, но ребенок перенапрягается от таких отношений, от таких детско-родительских, несостоятельных, кривых, кособоких отношений. И здесь, если потребуется моя консультация, семейная или для вас, Алена, так как ваше состояние нестабильно, я бы сказала, можно взять у редактора мой контакт, обратиться, я вас проконсультирую. Вот объясните мне, пожалуйста, в чью светлую голову, я вас имею в виду, двоих, да, вкралась идея повесить маме в комнату камеру Для... постоянного наблюдения? Это с разрешения поставлено мамы. Мама Для её сказала, безопасности. поставьте Мама мне, болеет у пожалуйста, нас. камеру. Зачем? Для Для чего? своей Сахар и безопасности, давление. потому что она Алена ее всяко унижала, оскорбляла всегда. Подождите, вы поставили в мамину комнату камеру и наблюдаете, как мама раздевается, Нет, переодевается или Она что? на дверь направлена, на дверь дверь смотрит, только только съем дверь к направлена. двери идет. А давайте у Клавдии Сергеевны, соседки вашей по квартире, которая перестала быть, как я понимаю, и мамой, и бабушкой для вас, спросим, зачем ей камера в ее комнате? Клавдия Сергеевна, идите к нам. Здравствуйте. Вот скажи, Алена, тебе как-то не стыдно так? Ну как? Я всю жизнь с тобой жила, тебе помогала, как могла. Детей вырастила. Арсентия, я уж молчу, вас с Грошевым года 3 кормила. И его полностью кормила, одевала. Ты бы даже ему белье ни разу постельное не поменяла. И ты ходишь меня, не знаю, как бомжа какого-то на помойку Мама, выкинуть. нет. Сколько я тебе добра сделала? Нет, это а же сейчас я плохая. неправда. Ну Какой как из неправда? бомжа тебя? Про тебя даже Как, разговора Алена, же неправда? нет. А как ты надо мной издевалась? Ты детей против меня настроила. Это же неправда. Как это неправда? Они что не говорили? позиции. Ты с дачи приезжаешь, вы говорите, что старая, все еще не сдохла, не было? Мама, не было этого. А вы можете, пожалуйста, сесть и нам рассказать, когда у вас стали портиться отношения с дочкой? Что произошло? Извините. Столько лет жили душа в душу из одной Отношения квартиры у в нас другую. испортились примерно 2 года назад. И фактически я не знаю причин. Вот стала ненавидеть меня и все. За Ну, что? Не знаю я. Но Что это случилось? связано с квартирой, с судами против братьев? Она ведь вот стала. А я сразу сказала, я езжу в нейтралитет. Ни за того, ни за другого. Они мои дети. Я почему должна ради нее от них, от двоих отказываться? Почему вот? Ну, правильно. Мы ведь ей предлагали, вот когда даже первый суд, заверяя заявление, поровну разделить. Нет. И до этого я ведь ей предлагала, а дайте нам эту в Закамске квартиру. Можно ведь как-то сделать. Ну, документально. Тебе это 3-комнатная достанется. Так она что? Пусть они мне покупают однокомнатную квартиру. Так, вот говорила она. Она сейчас не говорит, она сейчас хорошая, пушистая. А дети, ваши внуки, как себя ведут? До этого свидания все нормально. Я была хорошая, добрая. Так я все вот для внуков делала, все. Раз, стала жаба старая. А зачем вам камера в вашей комнате? Можете объяснить? Камеру они поставили для безопасности. Потому что там какая ругань, что все, Аленка, у меня камера, у меня все записано, все у меня типа зафиксировано. Но я ребятам сказала, они сказали, давай тебе камеру поставим. А чем она обезопасит вас, эта камера? Так хоть видно, что вот они. Ален, а вы когда последний подарок маме сделали и какой? Ну, в этом году я точно не дарила ничего. Ну, понятно. В том году уж не тоже. до подарков, конечно. Я В этом почему- году не было. Почему спрашиваю? Потому что мама ваша, Клавдия Сергеевна, показала, как она обустроила свою комнатушку, в которой она живет. Ой. И там, как оказалось, много подарков, в том числе на Новый год, от ваших братьев. Давайте посмотрим сюжет.
Вот это моя комната, 16 метров. Перед Новым годом сыновья вот мне поклеили обои. Сижу на новом диване. Сыновья мне подарили на Новый год. Они приходят, спят на нем вдвоем. У каждого своя подушка, у каждого свое одеяло. Ну, просто не вообще. Вот они, вот их одежда приходит с работы, переодеваются. Вот шорты, вот их футболки. Они мне сейчас опекают, хоть зажила нормально, звонят, волнуются. Кресло подарили, о котором я уже давно-давно мечтала. Всю жизнь мечтала себе купить телескоп. И, наконец-то, моя мечта сбылась. Сынуля шляпу подарил. Буду этим звездочетом. Вдруг летающую тарелку увижу. Все мои внуки, 6 внуков, которые со мной живут, не общаются, оскорбляют меня. Жаба старая, чтоб ты скорее сдохла. Могут послать на 3 советские буквы. Пнуть, плюнуть. А раньше была любимая бабушка, добрая. Вот тут вот у меня комод. Утром всегда завариваю чайничек. Мне его на день хватает. Я прикажу кипятить чай, и вот так стоит стол. Его приходится постоянно двигать. Хочу покоя, чтобы все это кончилось. Чтобы отношения с внуками наладить. Я же их все равно люблю. Они же при мне выросли и меня любили. Вот просто дочь против меня настроила. Вы, когда к суду готовились, вы ведь свидетелей искали, Да. верно? И правильно я понимаю, что нашли очень ценного свидетеля, поскольку это не просто соседка ваша, это еще и вахтер подъезда. А это то есть- главный человек в То есть подъезде, мышь все не знает. проскользнет, да. Все знает. И вот я хочу как раз у Людмилы Владимировны Боголюбовой спросить, когда ребята появились в этой квартире. Ну что, Клара или Кландия? Вонь подритузная. Тебе-то... Тебе-то что? Так, тихо. Тебе-то что от нас надо? Ты ее достал уже, ты довела до того, что она из слез выходит. Че ты ха-ха? Тебе не стыдно? А ты что в день рождения пожелала? Подохни! У тебя что с Че головой? ты? У тебя деменция, что ли? Ты что орешь-то? А у тебя? Это у тебя. Тебе что надо? А вот этих товарищей я никогда эти? не видела. Так- Они появились с прошлого года. А тебе- Они где были у тебя? У тебя что с головой? Не У в тебя порядке? ненормально. Ты детей всех загнала в угол. Кого? Людмила Владимировна, можно попросить вас сесть, пожалуйста? Алена чуть не задавилась. Они ее до того в угол загнали. Так, в какой угол они ее загнали и что чуть не сделала Алена? Нельзя посуду вымыть, нельзя туда шагнуть. Натаскали своих с клопами вещей, диваны вытаскивать. Это что, нормально? То есть вы считаете, по вашему мнению, что они все дружно травят Алену? Да. Никто их не оскорбляет. Дети у них самое удовольствие. Воспитанные. Всегда здороваются. Их все знают в доме. Не надо грязью обливать, если Так ты вы- сама не, подождите, плохая. вы сказали, что Алена чуть не удавилась. Это в каком смысле вы сказали? А что человеку в таком случае, когда подушка не просыхает? И утром встает, ревет. То есть она хотела жизнь покончить со самоубийством? Конечно. Вон оно как. Они уже ее в угол загнали. А вам откуда это известно? А мы близко с ней общаемся. Я все знаю про них. Я заступалась. Я дворником работаю. Сейчас на вахте работаю. Со мной люди разговаривают. Плохих людей там нету. Если ты сама плохая, не Вы, ищи в вы другом... сказали, что братьев вы не видели до прошлого года вообще ни разу, правда? Нет. Видео только после суда появились они. Когда бабушка прописала, мама, вот они начали, зашевелились, сумки, чемоданы таскать сюда, Так они- Алену прижимать. Они там давно прописаны-то были. Когда? С Еще прошлого до- года, Александр. Нет, они были, как они говорят, прописаны еще в той квартире. Ну, это вот в паспорте штамп появился, что вот они, вот видите, то шоколадки нам на вахту суют. У меня напарница. Я говорю, а ты зачем берешь? Не надо подачки брать.
Они задабривают. Понятно. Вы знаете, поскольку вы так активно вступаетесь за Алену, мы решили опросить и других соседей, и родственников семьи. И все соседи Что за там нее. происходит? Да, так давайте послушаем. Алена хорошая девушка. Алена ремонт дома очень хороший сделала. То есть мама это все, извините меня за выражение, обгадила. Думаю, что у мамы с головой не все в порядке. Тут полдома об этом говорит. Постоянные скандалы, крики, слышно прямо у меня. Но это же... С детьми пойдет гулять? Куда пошла? По мужикам и детей повела по мужикам. Вот все ее эти слова. И один мат только. Ну, вон, даже я сегодня зашла в дом, она прекрасно знала, что я приеду. Хотя бы вышла, я сестра младшая. Сказала бы: «Привет, Оля». Она даже этого не сказала. Внуки, они даже видеть не хотят. Она как бы их стала ненавидеть. Они для нее не существуют. И говорит: уходите, если не нравится, уходите, это моя квартира. Алена говорит: вот смотрите, она в кого превратилась, она скелет, она каждый день плачет. Ну, и я боюсь, что если это дальше так все будет продолжаться, мы Алену потеряем. Вот она вся бедная ревет. Дело, что Лили раньше она жизнерадостная ходила, девка. Братья здесь не появлялись, в общем-то, никогда и не жили. Выделили когда квартиру, заехали в эту квартиру ее мама, Алена, и с 2 детьми на тот момент. Ну, лет 13 мы тут живем, в общем, и ни разу не видела. Да нет, никаких братьев вообще здесь в глаза никогда не видела. Знаю Алену, маму у нее и 3 ее детишек. 4 июня я только узнала, что у нее есть братья, что они прописаны здесь. Это уже они подошли к окошечку, прям с паспортом, прям мне сует паспорт. Вот у меня прописка, я здесь живу. И ну ему ответил, что я вот живу здесь 11 лет, но я вас вижу всего первый раз. В каждой семье может что-то пойти наперекосяк, и получится вот то, что мы сейчас видим. Главное, чтобы всегда рядом был вахтер. Да. Ну, я выход вижу такой, чтобы приватизировать на всех, как есть, по закону, все, кто прописан. И у героини нашей есть еще квартира, добавить материнский капитал и купить себе жилье и жить свою счастливую жизнь со своими детьми. И не забывать, конечно же, про маму свою. Алена, несмотря на то, что вы всю передачу отплакали, вот я вас жалеть сейчас не буду. Потому что вы взрослая, состоявшаяся женщина. И у вас есть 2 несовершеннолетних детей, я подчеркиваю. И вот то, до какого состояния вы себя уже довели, вы что, хотите таких же детей 2 воспитать? Там старшая девочка еще, ладно, переходный возраст, а младший 9 лет. Так вам, может быть, сейчас, чтобы сохранить психику и вообще себя тоже вот в норму привести, там, с психологами позаниматься, стоит, пускай в однокомнатную уехать, к партнеру, там в шалаш уедешь, но чтобы дети в таком дурдоме не жили. Это вы сейчас творите с ними. Ну и самое главное, если вам нужна, конечно, поддержка по части медицинской помощи вашей дочери, тоже давайте вот здесь постараюсь вам помочь. Вот ваше поведение, как мужиков, мне немножко непонятно. Объясню, почему. Я сейчас не буду лезть в личную жизнь вашей сестры, но абсолютно очевидно, когда женщина одна поднимает детей, ну, и тут вот 2 брата приходят и еще на квартиру претендуют. Но у нее стойка кобры. Но вы, в конце концов, все-таки мужики и родная кровь. Ну, сейчас же, вот она сказала, что отдаст вам эту Сейчас только квартиру. она сказала, до этого не говорила она. Ну, вот вы Она перестаньте отказывалась. на нее нападать. Вы согласны, отдадите им эту квартиру, и вы согласны. Вы тоже. И мама согласна. Ну давайте все вместе сделаем одно большое доброе дело ради того, чтобы все стали жить спокойно. Разъедетесь, может быть, и дружить начнете. Вот, я говорю, помните, что хорошие отношения между родственниками прямо пропорциональны согласна. квадрату расстояния Она согласна. между ними. Это она Все, здесь. пока. Но она никуда не может деться. Она дала добро на Первом федеральном канале. Все. Я мечтаю жить большой, дружной семьей. А за что вас лишили-то родительских прав? Раньше я употребляла наркотики. После рождения первого ребенка. Да, ну с Евгением я начала употреблять. Я стала замечать. А что вы замечали? Странное их состояние. Что ее сынок с ножом по огороду бегает в одних трусах. Я люблю своих дочерей, хочу, чтобы они жили со мной. Но она сказала, что это ваш сын подсадил ее на наркотики. Нет. Ну, любовь,
Какая любовь? Ушла она к этому ушлепку-то 23-летнему. Ну и что он из тюряги вышел? Ну, глядишь, у моей 15-летней с ним что-то сложится. Так я не отрицаю, что я употреблял. Будет со мной лучше детям. А с кем она часто живет? Борется он с нами вместе против этой наркоты. Сам употребляет или нет? Нет, он не употребляет и не употреблял. Я сейчас хочу позвать сюда женщину, которая Позовите. чуть больше знает о новом муже Ани, чем мы все. Позовите.